Здравствуйте! Совсем недавно Анатолий Иванович Шурков передал нам на заточку свой новый нож-топор. Называется он «Предчувствие необходимости». Толщина по обуху составляет 5 мм. Визуально он немножко похож на мачете, но со слов Анатолия Ивановича это не является мачете, так как толщина по обуху составляет 5 мм и главная его особенность — при ударе нет отдачи. Вес данного ножа составляет 646 грамм, а длина клинка составляет 365 мм. Сталь на данном ноже 440 Си и примерная твердость около 59 единиц по роквиллу. Также традиционные спуски с одной стороны и обратная сторона плоская. Двухсторонний подвод, и точить данный нож-топор, естественно, будем 40 градусов. По поводу заточки данного ножа-топора. Формировать сами подводы мы будем грубым алмазным камнем от Чебоксарского завода. Потом на заточку мы перейдем, это будут у нас эльборы, сет эльборов. Финишную риску мы будем уменьшать после эльбора 7.5 уже барайдом PC 1200. И от покупателя данного уже ножа было пожелание зеркальные подводы. Их мы сделаем с помощью алмазных паст и дубового бланка. Рукоять на данном ноже орех. Нож сейчас абсолютно не заточен, то есть тупой. Угол будем выставлять сейчас 20 градусов на сторону. Общее это составит у нас как раз 40. И сейчас самый долгий процесс — это процесс формирования режущей кромки, то есть обдирка. Закончили с обдиркой, вышли на заусенец и сейчас переходим на эльборы. Будем проходиться всем сетом, начиная с камня 100 на 80 и закончим камнем 7.5. Показывать уже по каждому камню не буду, сейчас быстро пробежимся. И как мы будем переходить на барайд серии PC для уменьшения риски перед полировкой, там уже все покажу, расскажу. Закончили с эльборами, и после эльбора 7.5 сейчас будем переходить на барайд PC 1200, для того, чтобы максимально убрать риску и подготовить наш нож для полировки алмазными пастами. При помощи электронного угломера сейчас будем нивелировать угол заточки. Замерили, какой у нас он был. Устанавливаем камень барайд. И добиваемся того же самого угла. И можно приступать к заточке. Точно так же прорабатываем с обратной стороны. Главная задача — это у нас убрать максимально риску. Переходим на полировку, установили дубовый бланк, добавили пасту 7.5 и под тем же самым углом, под которым мы точили последним камнем, начинаем полировать движениями только на себя. Тем самым сейчас мы создаем зеркальный подвод и выходим на РК. То есть нож мы еще делаем острее. Самый длительный процесс — это как раз формирование подводов, то есть обдирка, и финиширование. Сейчас перешли на пасту 3.2, и это у нас уже последний этап. Чем дольше работаем мы данной пастой, тем лучше. Проведем тест на остроту режущей кромки. — 74 грамма. Закончили заточку и полировку ножа, добились зеркальных подводов, и у него сейчас бритвенная острота, как вы видели на тестере остроты, 74. Демонстрация на газете. Осталось провести тесты. Давайте посмотрим.
Мы создали специальные стенды, основываясь на Blade Sports, провели наше первое тестирование ножа в спортивной дисциплине, и даже после этого нож продолжает хорошо резать. Нож отлично режет газету, режущая кромка не замятая и также блестит. Нож себя очень неплохо показал. В дальнейшем мы тесты будем совершенствовать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и подписывайтесь на наш Instagram.